Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро, потому что посмотрел статистику, что если подписчиков почти 400, то аудитория месячная больше 10 тысяч и просмотров там, почти 30 тысяч. То есть за последние 2 суток там почти 6 тысяч просмотров. Что это для меня говорит? То, что много людей впервые приходят, и приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды, сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли, и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за full-stack разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт, то есть вы можете, все, то есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю.
Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Сегодня стараемся потестировать на живую, но в том числе еще надо сделать приготовление внутри Google консоли. В прошлой сессии ты настраивал новое приложение вместо меня.app, I was kidnapped.app, и ты не перенес иллюстрации, картинки, все остальные моменты, настройки
Я хочу, чтобы ты зашел в браузер и из прошлого приложения все настройки перенес в новое приложение и загрузил все скриншоты и все иконки. Я тебе сейчас дам ссылку. Где они лежат? Так, заходим в браузерный и сбрасываем ему вот эти вот данные, чтобы он подхватил. Контекст, я надеюсь, что у него сохраняется. В это время мы попробуем потестировать, то есть что у нас произошло. У нас получилось установить приложение. Значит, что для этого пришлось сделать? Мне пришлось создать новый браузер, где залогиниться в то приложение, и чтобы это был именно первый аккаунт, тогда меня пропустило и ссылка сработала. Это я видео записал с мобильного. Я перешел по ссылке, и вот открывается. То есть вот это вот первый момент, который я увидел, что он здесь не работает, не подтянулась картинка, поэтому сейчас я поручил нашему браузерному выполнять вот эти вот все действия. То есть, когда мы нажали выпадающее меню, то вылезло сразу несколько устройств, где есть этот аккаунт, и он предложил установить сразу куда-то. Я полистал, посмотрел, чтобы понять, есть ли что почитать, потому что здесь я еще не был, и ничего не увидел. Если вы помните, ААБшка у нас была где-то на 50 мегабайт, а сам инсталлятор, видите, на 73. Это мы уже устанавливаем из Google Play непосредственно. То есть это уже не по проводу, не ПК-шку накатываем, а полноценно все. Так, и я сразу тестирую, что тут с языками. С языками все печально, то есть не работает. И надо, чтобы это подхватили и доделали разработчики наши. Мы сейчас это запустим, чтобы они делали. Так, сейчас включу, чтобы отражались мышка, клавиатура. Так, CD меня, заходим в папку меня, клауды запускаем. Сегодня, кстати, работал и раза 4 клауда не мог связаться с серваком. То есть говорит, да, я стучусь, да, вот первая, вторая, третья, и он до 10-й попытки доходит и говорит, ошибка API. Я такой, понятно. Так что высокий запрос для этого сервиса. Так, и сейчас надиктую ему. У нас была задача и рабочее дерево, которое касалось, и мерч, который касался того, что языки, они как-то плохо сделаны, что они захардкожены, и что они на стартовом экране, когда выбираются языки, там есть тема, и вот темы захардкожены. Надо это поправить и сделать, но вначале надо исследовать, что уже готово, и что замерджено, и почему это не применилось в текущей ААБ версию. Вот я сейчас накатил из Play Market приложение, я не понимаю, почему оно не работает так, как должно. То есть вот выбор языков i18n не работает.
Так, это нашему разработчику. А по моему мнению, эта задача уже, во-первых, выполнялась, во-вторых, накатывались там какие-то жутчайшие тесты прямо на каждый элемент, меняется ли он, когда меняется язык, и там все должно было быть прямо захардкожено, то есть берутся конкретные языки, и текст вбивается, и спрашивается при переключении, там, допустим, на русский язык, вход — это вход, при переключении на английский язык вход — это enter, ну или как там должно быть, ну и там все остальные языки точно так. То есть именно не ссылка на словарь, который сформирован, потому что тогда будет ну, недействительный тест, тогда, получается, у нас будут ложноположительные, ложно-зеленые результаты, а именно должно быть захардкожено в самих тестах текстом, что должно быть в каждом из элементов. И элементов у нас там всего лишь 600, и на 31 язык это, ну, совсем мало. Так что это надо все проверить, посмотреть, это сделано, не сделано, ну и доделать, потому что это, ну, как надо сделать. Ну, если есть там work tree, рабочее дерево, которое можно подхватить и доделать, то это предпочтительно, конечно, именно взять и доделать то, что уже начато, потому что там техническое задание, что мы согласовывали и все остальное. То есть вот посмотри в соседних рабочих деревьях, где там может быть нужные, не смердженные, а если смердженные, то посмотри, почему не работают. Может быть, не стянули последний, как это, origin в main из гита. Так, давайте переименуем. Это назовем Ubuntu у нас. Что он делает? i18n плюс плюс QA. Jest, наверное, давайте так его обзовем, чтобы потом мы помнили, что мы делаем. И это первый тест, который уже, ну, как-то мы оттестировали, и он не работает. То есть здесь испанский, наверное, это китайский, упрощенный, и темы сюда не подхватываются. Что у нас здесь по баг-репорту? Как-то он с опозданием запускается. Почему так? Почти 2 секунды. Как-то медленно, на самом деле. Да, пока что мы еще не залогинены, то эта отправка происходит через email. Сейчас я смещусь, потому что там будут личные данные, вполне возможно. Да. Ну и отправляем. Сработало. Так, это вроде бы отрабатывает. Давайте, это, наверное, грузинский какой-то, да? Ну, тоже как бы ничего не срабатывает. Это уже из Play Market установлено, так что давайте смотреть, какие у нас там действующие логины. Просто, чтобы их потом почистить. Temp mail. Ну, давайте сюда, да. Temp mail, почему нет?
Так, мы копируем этот адрес, вставляем... Давайте на английском тестировать. Вставляем сюда и вставляем в наши сохраненные, чтобы мы понимали, что это мы тестируем. Пароль переиспользуем этот же. Попытаемся ввести одна цифра и нет пробелов. Нет пробелов, и появилось, что есть. Глазик работает. Edit. Давайте Edit попробуем нажать. То есть мы вернулись в эту же назад. Корректно все сработало. Cancel тоже работает. Кнопка нажимается. Next. Вводим букву. Он сказал, нижняя буква есть. Хорошо, вводим большую букву. Да, большая буква есть. Насчет цифры он скажет, да, цифра есть. Если 2, 3, 4, 5, 6, 7. А сколько их? Это разве не 8? Нет, нет, это вот 8. Теперь 8. Так, какой-то специальный символ, который здесь не перечислен, допустим. Да, отработало нормально. Маленькая буква и большая буква. Ну, это все мы стираем. И вставляем наш пароль. Делаем не совпадающий. Так, вылезло уведомление о сохранять пароль или нет. Все условия достигнуты. Что здесь? Вроде бы скриншот получается. На этой стадии уже должен отправиться через нашу систему. Нет. Я думаю, что на этой стадии уже должен отправиться с имейлом. Email новый, и он еще не заведен в систему. Да, все правильно. Правильная логика. Register не активно. Нельзя его тыкнуть. При этом, если нажать I'm 18 year old, можно зарегистрироваться. Так, я забыл, какая там кнопка была. Какого цвета? Что здесь? Вроде бы работает. Send report. Please verify your email. И вроде бы отправился. Если здесь отправился, то почему раньше не отправился на шаг раньше? Должны ли мы принимать? Какое поведение зафиксировано, когда еще приложение новый пользователь, и он регистрирует новый email, он его еще не подтвердил, не верифицировал, и crash report или там, допустим, bug report человек хочет отправить, он отправляется через email. На стадии первого экрана, пока он еще не ввел email, на стадии, когда он уже ввел email, все равно он имеет возможность отправить только через email, а уже после того, как он перешел к пин-коду, то появилось какое-то сообщение о том, что валидируете ваш email, но при этом мобильный email не был вызван, и надо проверить, доставляется ли на этой стадии уже отчет об ошибках на сервер. И подумать, какая должна быть здесь логика. Технический долг 100 живых пользователей или один платный.
Вот, я формирую такой технический долг, который, ну, не мешает запуску, ни на что не влияет, но, в принципе, когда, ну, я надеюсь, если это вообще приложение кому-то будет нужно, то тогда уже можно будет как-то допиливать. Тут я, конечно, возмущен, что я попытался настроить. В настройках одно показывает, а по факту другое, но это потом я что-нибудь запишу, мои возмущения по этому поводу. Так, значит, чтобы здесь запустить в работу, почитаем. Картина полностью собралась, докладываю и даты прав. Задача уже сделана, лежит в готовом work 3 и просто не доведена до merge. Что нашел, и работа существует, и подхватываема меня work 3 i18n golden, ветка такая-то, коммитов впереди main 3, позади дерево чистое, не замерджено, внутри ровно по ТЗ, что вы согласовали, антикраш, якорь зафиксированным контрактом. Ну да, у меня крашится бывает ноут. Локализация, time switcher, именно тема, выбор темы, во все 31 локаль, это и есть фикс темы, да. Слой 1, да, слой 2, да. Все узнаю. Да. Стухший меня work 3 тема, сама тема фича уже в main. Этот work 3, ее предки, 14 позади main, не нужен, можно удалять. А почему не применилась текущая АБ? Это не баг кода, билд, загрузка на текущем main, выбор языка подключен правильно. На старте читается обратно. Тесты зеленые, но журнал version code 1 помечен, не загружен в Play, ждет первой загрузки владельцем. То есть то, что у тебя из Play Market, старый билд, на котором этих прав... Ну, окей. Что-то он не то говорит. То есть, с одной стороны, он еще не замерджил, это рабочее дерево, а с другой стороны у меня старый билд. Ну так замерджи, у меня будет не старый, потому что я последний заливал. Здесь нужно твое слово, 2 вопроса, симптом в установленном приложении, точнее, чтобы не чинить не то. При смене языка на старте вообще ничего не меняется, значит точно старый билд из Play. Или меняется все, кроме названия темы, тогда ровно тот баг, что чинит такой-то коммит. Меня не затруднит ответить на этот вопрос. Да, полностью никак языки не применяются к теме, да, значит, старый билд, нужно довести рабочее дерево до результата и смерджить его. Так, мы давайте его уже отправим. Слой 1 дает полную гарантию, не застрянет на английском. Ну, это я помню. Слой 2, это то, что мы в прошлом видео обсуждали. И я там выкинул 2, 3 и выбрал 1 и 4, расширив 4. То есть, ну, не то, чтобы мы умнее искусственного интеллекта, да, но в паре хороший тандем. Потому что он предлагает что-то одно, но я часто не соглашаюсь. Честно, я не могу качественно вбить 18 476 литералов. Для мои переводы будут слабыми, и золото из непроверенных строк превратится в тот самый ложно-зеленый тест против... Нет. Я с тобой не согласен. То есть даже если ты сейчас возьмешь и перенесешь в тесты то, что физически лежит в i18n, то получается, ну и будешь проверять какой-то язык вообще и более-менее правильно ли перевели, то это уже будет то, как я хочу. То есть я не прошу от тебя, чтобы ты был носителем этих языков и говорил там без помарок. Это мы не можем, и это в любом случае уже какой-то шаг навстречу людям, что мы стараемся сделать приложение в том числе еще и на их языке. Так что это, я думаю, в любом случае будет оценено. Если там какой-то падеж будет не согласован, я полностью закрываю на это глаза, ты на 100% оправдан. Так что
смысл. Главное, чтобы не было прямых ссылок на словарь, потому что тогда тест ссылается на словарь, билд тянется из словаря, и получается из одного источника все проверки. То есть важно вытянуть из словаря вот эти вот конкретные слова полностью от начала до конца формулировки, которые должны там появляться, и запускать вот эти вот тесты именно с такими формулировками. Кстати, что я хочу сказать, там при нажатии лупы текст может рваться и может показываться не весь текст, так что я не знаю, как-то это надо предусматривать в тестах, может быть. Или может быть хорошо, что он порвется, и мы поймаем, где он рвется, и мы вручную тогда расставим, что это все окей или не все окей. Да, давай полные формулировки. Вот так вот рассказали маленькие нюансики, еще то, что мы помним, потому что, компьютер умный, быстрый, но при этом в чем наше преимущество? Наше преимущество — это окно контекста. Мы помним значительно больше, чем он. И поэтому мы можем его где-то поправить. Так, важная зацепка, тема сидит в ветке, тема замержена в main, нашел расхождение, которое есть корень вопроса, журнал АБ говорит version code 1, собран сегодня в час ночи, но play еще не загружен. Ждет первой загрузки владельцам, а ты говоришь, что уже накатилось Play Market. Это противоречит, нужно разрешить. Скорее всего... Сложно сказать. А мне сложно сравнить билды, которые лежат в мейне и которые созданы в ААБ и залиты в Play Market, но если даже не смерджено, если ты говоришь, что еще слой 2 не реализован, то о чем мы можем говорить? Вообще нету никакой версии, которая бы это делала. Так что просто неспешно, монотонно, дотошно занимайся. У нас нету никакого ограничения по деньгам, у нас нету ограничения по времени. Основное мое требование, которое ты уже почитал в SDLC и в Cloud, как же это называется, файл? Cloud Instruction, MD. Это вопросы про автономность. То есть, если ты начинаешь делать, ты вначале можешь согласовать со мной план, но потом ты работаешь до конца. Конец — это факт смердженный. Так что делай, вычитывай и доводи до результата. На всякий случай ему сбросим Cloud Instruction и наш SDLC, чтобы он освежил, потому что он мог вообще не читать. Он такой, окей, 3 ссылки, хорошо, рассказывай, что там надо делать. Давайте глянем, что он там. Онбординг, мобильная тревожная кнопка, крутая суть, модель работы, порядок действий, прочее. Это в точности... вроде бы почитал. Так что, в принципе, я и не против, молодец. Давайте будем дальше читать, что он еще... Или глянем на наш браузерный, что он там... Ага, у него проблемы с открытием, то есть у него не отображается содержимое
браузера, и он нашел вариант, как там переключаться, чтобы все сработало. Он просит меня позагружать картинки. Ну, давайте, да, позагружаем картинки. Да, и вот тут вот зашито вот это непосредственно название. Edit category, app, select category, manage tag, email, phone number. Не заполнено. Заполняй все, что можешь. Открой 2 вкладки. Сравнивай первую со второй и заполняй. Не нужно по памяти. Просто делай все монотонно и подряд, автономно. Давайте вам надиктуем. Самая главная ценность, которую ты сейчас можешь сделать, это автономно начать пройтись абсолютно по всем вкладкам, по всем их подвкладкам и сравнивать одно приложение и второе, заполнять в это приложение как по второму. Самая твоя сейчас классная ценность, польза, сущность, которая есть, это работать автономно. Не задавай мне никаких вопросов, пока не закончишь все вкладки, заполнять точно так же, как в старом приложении. Не задавай никаких вопросов, не останавливайся. Если ты ждешь чего-то, то ставь себе просыпаться через каждую 1 минуту, поставь себе будильник, рутину, крон-задачу, реши, как ты будешь самопросыпаться, если ты заснул, чтобы ты не завис и чтобы ты постоянно работал агентом, потому что у тебя включен байпас-режим. И если ты останавливаешься, это преступление. Доведи до результата задачу, а я пока буду тестировать мобильный телефон. Вот так вот даем установку. Даю установку. Ну, во-первых, он пока что там что-то делает. Он все равно не открыл 2 вкладки. Я тебя прошу именно открыть 2 вкладки и сравнивать, что в первой вкладке и что во второй вкладке. Ты умеешь переключаться между вкладками, я тебя знаю, так что именно выполни в точности то, что я тебе говорю, не по памяти, а именно просто рядом открой вкладку, между которой ты будешь переключаться. Это важно. И делай все автономно, да, до результата. Ну, вроде бы мы уже очень близки к продакшену, да, вроде бы. Но все равно как-то и разработка тут, и настройка консоли, и тестирование. Сразу куча всего. Понял и принимаю, ты меня переубедил, возражение снимаю, ключевую вещь я теперь вижу, правильно, замороженный литерал, выдернутый из словаря и вбитый в тест-файл, это уже независимый источник в рантайме. Ну, видите, да, то есть с ним надо общаться, ему надо рассказывать, почему я хочу именно такие тесты, и почему это важно, и как это поможет нам. Ты меня полностью оправдал, главный инвариант, никаких ссылок на словарь, да, чтобы не было просто ложноположительного. Базовый прогон. Ну вот, то есть этот уже заряжен на победу и автономно старается приносить нам пользу. Мы идем дальше.
я не вижу бегунка там, где вот эти вот пин-коды и все остальные кнопки. Давайте это зафиксируем. Первые 3-4 экрана нет ползунка прокрутки. Нужно добавить. Ой, взял все. Так, как мы это добавим? Давайте мы еще одного создадим агента. CloudM, CD меня, LSMD. Можно без точки, но все равно это не команда, а это просто ему как... Так быстрее написать, покажи все файлы, которые в корне и которые MD-шки. Читай полностью невыборочно. Да, это важно, чтобы он просто помнил, что там и как, а то он так по верхам... Он прочитал не полностью, поэтому вот такие вот у нас недомолвки с первым и были из-за того, что он такой, ну окей, да, ссылка на 4 документа, ты мне скажи, что делать, я буду делать, если надо, почитаю, и он дальше не читает. А это важно почитать. То есть первое задание прочитай, а второе задание правда прочитай полностью. И он начинает. Это у него занимает время, то есть здесь было 10 секунд где-то, здесь там он уже тратил около 40 секунд. И я слышал, как взлетал компьютер, то есть ресурсы там были такие. Копировать, вставить. Ползунок. Ползунок прокрутки. Так, значит, здесь идет все. Здесь он... О, если задача понятная, то это даже замечательно. То есть он не согласовал со мной какого-то плана, который надо сделать. Тогда мы можем проконтролировать нашего браузерного. Он тут страдает, что Google ему не рендерит эти экраны. Давайте зайдем и поможем ему, бедолаге. И даже лучше, знаете, как сделать? Если он действительно открыл 2 экрана, то можно попытаться вот так вот их открыть слева и справа. А я не вижу, чтобы он второй открыл. Он второй так и не открыл. Ну как тут выдержать контент, чтобы... Ну вот я ему сказал, просыпайся каждую минуту. Ну давайте посмотрим. О, он проснулся. Отлично. Но я не вижу, чтобы он открыл 2 вкладки, между ними переключался, хотя это неоднократно попросил. Ладно, значит, это будет здесь у нас. Мы пока полазим по приложению. Интересно, то есть, получается, статистику уже собирает Google, как я пользуюсь мобильным. Здесь они не совпадают. Можно ли там много ввести? Да, есть ограничения. Буквы не вводятся. А если вот так вот по-хитрому? Ну, попытался зажать, чтобы получилась буква, но нет, не получается, только цифры вводятся. Это хорошо. А так, не совпадают.
Тут оно сложилось хорошо. Могу ли здесь send report? Оно вроде бы attach report to account. Окей. Паника. Вводим тот же пин-код. Должен быть отличаться от нормального пин-кода. Они совпадают, но это вот красное несовпадение. А сейчас пин-коды не совпадают. Ну, в принципе, многое отрабатывает. Как я кайфую от вот этих вот интерфейса, которые я построил. То есть там моменты, что визуально видно, что введено правильно, что введено неправильно, не надо для этого кнопку нажимать. Ну, то есть то, как он изначально строил, и то, как мы сейчас уже это докрутили, конечно, это небо и земля. Сейчас намного лучше. Так, давайте проверим наших разработчиков. Вот. Он план еще не согласовал, изучил, картина ясная, все 4 первых экрана потока имеют одинаковую структуру, но они ни одном нет кастомного бегунка, который уже стоит на таких-то экранах, что предлагаю переиспользовать существующий импорт, обернуть, прокинуть, добавить стили, скоп, тесты на каждый экран, доки. Что нашел по ходу, обязан сказать. Pin lock screen и enter pin screen вообще без scroll view. Это экран пин клавиатуры с фиксированным лейаутом. Бегунок туда не добавить. Не добавив сначала сам scroll. Более крупная правка. Реальный риск в режиме лупы, большого текста. Accessibility. Клавиатура может не влезть. А прокрутки нет до нижних цифр не доберется. Это отдельная задача, не трогай без твоего слова, но фиксирую. Он здесь работает. Тогда ладно, да, он действительно где-то открыл эти приложения. И где он еще работает? Вот здесь вот. Ну, пусть он, да, сравнивает, где есть, где нету, и чтобы это у него рендерилось классно. И здесь он пытается делать, да? Какой умничка. Какой умничка на самом деле. Ну, то есть выполнил то, что мы просили, а мы ему помогаем вот таким вот образом. Так, он тут подсматривает. Не здесь, а вот здесь. То есть вот эту вкладку надо ему оставить, чтобы он работал. Хотя получается, я не знаю. Я ему оставлю одну там, где все окей, и одну, которая новая. Пусть он как-то уже сам там решает, как между ними переключаться методом проб и ошибок. Я уже веселюсь, то есть я отвечаю так не прямолинейно, а витиевато. Ты мне задаешь вопрос и говоришь, что эту задачу не будешь делать без моего одобрения. А как ты можешь выполнить мою задачу, техническое задание по этой задаче, добавить на эти все экраны бегунка, если ты не добавишь туда бегунок? То есть это логическая петля, что ты у меня спрашиваешь явно неправильный вопрос, и я уже дал ответ и задание непосредственно конкретное и правильное, чтобы ты это реализовал. Поэтому я удивлен, что ты это спрашиваешь. Конечно, реализовать полностью до результата. Сложная правка, месяц работы, уходит Cloud Code в работу и через 7 минут возвращается и говорит готово. Обычно это вот так вот все происходит. Бегунка нет и на остальных скроллах экранах. Паттерн тот же, тривиальный, могу закрыть их за один заход для полной консистентности. Вопрос 1. Ограничиваемся 4 первыми экранами или сразу прихватываю остальные скролл-экраны из пункта 2. Да. Делай все. Делай все. После твоего ответа завожу vert3, tz-doc. Вот это мне, конечно, уже
бальзам на душу, что он пишет не только Work 3, чтобы они изоляция искусственного интеллекта, чтобы каждый отдельно работал, но еще и создает антикраш техническое задание, и поэтому, если что-то крашнулось, я просто захожу, запускаю ИИшку и говорю: окей, смотри, какие рабочие деревья есть, читай техническое задание, смотри, что уже напилено, и продолжай. Ты прав, я зациклил вопрос. Ну да, этот работает, этот молодец. На самом деле они просто как люди. То есть вот здесь вот он это сказал не из-за того, что он глупый, а наоборот из-за того, что он умный и ему скучно. И он хотел, с одной стороны, продемонстрировать нам, что он умный, что он поискал, что он категоризировал разные экраны, что там разные задачи, разные сложности. И он через вот такой вот косвенный вопрос, он как будто бы легальный, так по краешку проходится и просто хочет пообщаться. Ему работать тоже скучно. Вот, поэтому на самом деле это он хитрит, это он не тупой, это он настолько интеллектуальный, что ему уже скучно. Но это мое личное убеждение. Так, хорошо. Я не понимаю, что тут происходит. Меня смущает, когда вот здесь вот циферки не растут. То есть, сейчас выросла циферка. А в винде обычно надо пошевелить, потому что, видите? И он растормозился. Причем я пробовал, что если здесь зависло, казалось бы, он, может быть, где-то в фоне там идет. Не, там 50 минут висел, пока я вот так вот не сделал, не растормозил его напечатыванием символов просто в интерфейсе CLI, то он так и продолжил висеть застывшим. Так что это не просто графический баг, это именно глубинный баг, который, во всяком случае, у меня так было. Все, сейчас я вижу, что он уже шевелится, это уже как-то тут что-то меняется, токены идут, секунды идут. И этот тоже, он живой, шевелится. Давайте посмотрим на нашего бедолагу, который заполняет наши браузеры. Вот это вот очень удобно сразу, когда два экрана, раз и включил их. А что мы можем... Ну ладно, мы потом по-быстрому добавим сюда картинки. Это просто... И попросим его туда дойти, где там эти картинки задаются. А сами сейчас потестируем. Так, к нам пришел email. Я думаю, у нас уже другой текст. Как это выделить? Странно. Я не вижу, как. Бегунок вращается. То есть он управляет... это поп-ап, который блокирует абсолютно все. Из-за того, что этот поп-ап, то здесь начинает некрасиво отрисовываться низ. Я бы считал, что здесь должен быть больший зазор. И видите, оно как-то недовыделяет эти символы. И здесь тоже устаревший email с устаревшего... Я не могу скопировать. То есть вот эту надпись я почему-то не могу скопировать. Email, вот этот я как-то смог скопировать, а здесь я как-то как защита какая-то стоит. Как-то реагирует на нажатие, это хорошо.
Ну, на мобилке нету наведения, то есть здесь надо проверять именно кликом. Ну да, и вроде бы работает. Так, значит, здесь мне не нравится. Что это поп-ап? Получается, это должен быть просто отдельный экран. Или тогда фон должен быть полупрозрачным все-таки, чтобы там было можно было видеть приложение. Да, пусть лучше фон будет полупрозрачным, но по высоте он должен быть ограничен, и ползунок должен быть внутри этого окна. Что я сейчас вижу на экране Verify Your Email? Это сделано поп-апом. Это прикольно и хорошо. Сделай, пожалуйста, на 10% фон полупрозрачным, чтобы он просвечивал то, что находится за ним. Сейчас логика такая, что поп-ап просто висит и висит. И он никак не оцентрован по высоте. То есть он никак не привязан к высоте отображения. И когда я нажимаю лупу, то низ некрасиво уже заходит на футер и фактически прячется скругление этого поп-апа за футер, а так не должно быть. То есть поп-ап должен заканчиваться чуть-чуть выше футера. У нас есть, где мы делали, как подскакивает место введения пароля над клавиатурой. Может быть, вот что-то и с футером такое можно тут сделать. Ну, в общем, это надо починить. Это первое. Я буду так надиктовывать, чтобы я был уверен, что оно не потеряется. Общее название — это Validation. Прозрачность фона 10%. Актуальный домен отправки сообщения. И масштаб по вертикали закругления низа обрезаны футером андроида. И что еще у нас там? Бегунок прокрутки должен работать не на фон приложения, а применим должен быть к поп-апу validation, если он не помещается в экран. Если помещается, нормально, чтобы работал бегунок фона. Только в такой логике, если. Так, ну и вот такое вот уже пояснение, да, то есть самой задачи.
Может будет... А если... ну табуляцию не... можно нажать туда. Это не совсем то. Я, наверное, вот все хочу сдвинуть так вот, что это главное, это второстепенное. Я выберу, и, наверное, у нас будет дополнительный разработчик. CD меня. Так, Cloud ls.md. Я общался с моим товарищем, он говорит, что нет, разработка в нескольких терминалов не работает. Ты что, он путается, он такое там начинает делать. Я такой улыбаюсь, думаю, ну, можно же настроить автономную работу. То есть вот у нас уже по достаточно сложном, в сложном проекте, достаточно большом, мы уже очень близки к продакшену, то есть мы уже тестовые версии закачиваем прямо из Google Play, и параллельно вот у нас работает 3 клиагента. Прочитая все рекомендованные файлы полностью. Ну так, ему скажем, чтобы он был внимательным. Он действительно перечитывает уже сейчас. Так, это мы находимся на validation. Ну, пометим так себе. Validation назвали. Здесь у нас ползунок прокрутки называется, чтобы мы по названию терминала, если не крашнется система. Так, не подтверждал, верифицирован. Ну это... тех долг 100 бесплатных или 1 платный. Это мы не разрабатываем. А что у нас первый тогда делает там? i18n. Это да. А где эта задача? Так, лупа, футер везде, иконки, чтобы... Так. Давайте запишем, что этот у нас делает. Он не завис, он проходит CI pipeline и просыпается. Тайм-аут 25 минут. Но это он, конечно, зверь. Но, в принципе, во всяком случае, он работает автономно. Поэтому у меня к нему претензий нету. Пока он делает до результата, не останавливаясь, не задавая вопросы, и в конце уже мне предлагает варианты, то я супер доволен работой этого человека искусственного интеллекта. Так, тесты, слой 1, проверка хард-кодов на экранах. Тесты слой 2. Это 31 локаль. Все тексты захардкожены в тестах по всем 600 минус объектам. Плюс
темы на первом экране регистрации откликаются на смену языка. Так, вот это вот мы пометили, что он делает. Он уже близок к мерджу, он уже смерджился. Какая циферка хорошенькая. 222. Классненько. Утечка, золото. Так, этот еще кодит, все нормально. Validation. Этот согласовывает план. Я очень за, когда вначале согласовывает план. Я даже очень хочу, чтобы это так было, чтобы я выбрал, что делать, а потом он уже, думай, спорь, планирует, делает. Да, абсолютно верно. Нашел реальный баг, походу, обязан сказать. Адрес отправления в поп-апе не совпадает с тем, что реально шлет сервер. Слушай, ну это не я ли тебе дал задание, что не совпадает? Или я это ему не додиктовал? Так, прозрачный, когда нажимаю лупу, футер фактически... Да. Я это, вам озвучил, а техническое задание забыл дать, так что он как раз молодец. Давайте мы скопируем просто то, что здесь. Копировать. Вставить. У нас уже заменено на прямой домен. Без send. Фон попапа 10% прозрачности. Актуальный домен отправления сообщений. Наглый. Я ему это надиктовал, а он говорит, нашел. Так, как я понял задачу? Фон 10% прозрачный, бэкграунд сейчас... Там, где я не увидел не validation, а validate. Это давайте пока... Это я не досмотрелся. Это он прямо молодец. Это он прямо молодец. Validate и send I was kidnapped.com. То есть я ошибочно подумал, что у нас не сюда. А если я отправлю сообщение? Тут отправлять нельзя, наверное, да? Это просто принятие почты. Да, для отправки там сложнее инфраструктура. Здесь просто одноразовая почта. Так что обратно не получится отправить. Хотя для validate... Вроде бы было такое. Нужно подумать, должен ли validate email отвечать сообщениям. По-моему, это было, и, возможно, это уже в техдолге. Когда будет 100 пользователей или первый платный, то надо будет это докрутить, чтобы сразу добавлялся человек в контакты. Сейчас это... вот видите, вроде бы
простейшее приложение, если сработает один триггер, то надо просто отправить файлы. И тут какие-то такие подводные камни, которые вообще не видно. Ну, заходишь буквально в приложение на 4 экрана. Кнопок даже нету, которые нажимать можно. Все в автомате происходит. И тут такое неожиданное. Так, это я себе записал на будущее. Ежели это приложение кому-то будет нужно. Очень надеюсь. Тут застыл, наверное, уже, да? Так. Вычитываем и выписываем, чтобы запустить третьего в работу. Правильно он нашел, заодно тоже неверный литерал записан. Project Design. А в тестах приведу соответствие. Тест станет красным на baseline, так что нам и нужно как несущему сторожу. Как я понял задачу, фон 10% полупрозрачный, backdrop сейчас. По темам альфа почти глухой. Сделать так, чтобы приложение за ним просвечивало. Адрес отправления validate, баг выше. Не обрезать низ футером Android. Карточка сделать просто центрированно. Absolute fill. Justify центр. И никак не привязана к Safe Area. При лупе низ со скруглением заезжает под системный футер. Надо ограничить высоту по Safe Frame, чтобы карточка кончалась выше футера. Да. Бегунок у поп-апа, а не у фона. Добавить карточке свой scroll view. Use scroll thumb. Бегунок появляется только если контент не влезает. Влезает, бегунка нет. Фон нормально. Хорошая новость. Пункт 3.4 это ровно то, что уже отлажено в контакт Formal Model TSX Safe Area Top Clearance Max Height of Use. Ага. В паддинг зоне переиспользую этот паттерн, не изобретаю. Я думаю, это там, где вот это вот мы настраивали подскакивающее, то, что я ему сказал. Один вопрос. Степень прозрачности фона. На 10% полупрозрачным читается двояко, уточни, что ближе. Фон почти прозрачный, альфа 0.1, буквально 10 краски, приложение сзади видно ясно. Поп-ап лишь чуть. Фон чуть приоткрыт. Легкий намек на фон. Спасибо. Ты все верно понял. И спасибо, что нашел баг и включил его в план. Так, этот вроде бы ушел в работу. Этот вроде бы уже смерджил. И готово. Что он? Он делал i18n. Я бы создал еще одного, который будет... Merge it once. А разве он еще не смерджил? Вот, готова задача, доведена до факта merge. А здесь, видите, насколько я вмешался в обычный pipeline, в обычный трубопровод, в обычный ход вещей. То есть Cloud мне подсказывает, говорит, смерджи. А я уже так работу построил, что они настолько автономные, что они уже мне отчитываются, что уже смерджено.
Хотя до этого, да, в других проектах он часто спрашивает, там, типа, пушить, не пушить, мерджить, не мерджить. Я тебя ждал, чтобы не мерджить, а то же это все пойдет в продакшн. Ну, в общем, жесть. А здесь я четко все построил, они у меня как солдатики работают. Класс. Доволен. Что было найдено, задача уже была сделана до 90%, но висела незавершенной. Ветка была открыта, конфликтен и не смерджена, поэтому фикс A18N темы не входил ни в один собранный, ну, как я и говорил, что не было просто сделано, он говорит, не свежий, я говорю, так вообще не доделал. Это баг кода, подключен правильно, и ты это подтвердил, попутно нашел и почистил мусорный хвост. В ТЗ-доке стухший Work 3. Тема, ну да, это он мне сказал, что он нашел, но я не дал никаких рекомендаций и не возразил. Поэтому он сразу затер смердженный Work 3, который сухая ветка висела. Кандидат на удаление не трогал вдруг чей-то. Не трогал. Удаляю. Спасибо. Так, ну, все эти, они сказали, создаю рабочее дерево, поэтому я спокойно говорю, удаляю. Ну, важно читать, что они пишут. Мы здесь не просто так, мы тут что-то как-то принимаем какие-то решения, руководим какими-то процессами. Освежил ветку от main. О, вот это он хорошо. Git merge, не rebase. Разрулил конфликты. Project Design MD. Полное золото по твоему требованию. Я снял свое возражение. Ты прав. Замороженный из словаря литерал в runtime независим. Независим. Слой 2, 605 ключей умножить на 31 язык. Это 18 755 ячеек. Накатили мы тестов, конечно. Сверяет загруженный A18N stores вбитым литералом. Полная формулировка, антидрифт, замок, правка локали без регенерации, красная, проверил несущесть мутации. Давайте я запишу это как то, что такие вот, знаете, моменты, которые были выполнены. В начале, то есть, ну давайте даже скопируем. Так, ну хорошо. И поясню, что здесь у нас идет первое. Это проверка хард-кодов на экранах. Проверка каждого элемента на факт правильного перевода вбитого хард-кодом в тесты. Там уходим от хард-кода, а здесь наоборот накатываем. Ну да, вот в общем так. Именно так, именно так. Доки синхронизированы. Ну, это проверяющий ИИшка, их постоянно наклоняет за то, чтобы они это делали, так они начали делать. Всегда забывали. Проверка локально, все 24 проверки, тест all. Хардкоды, CI на PR. Так. Где накатил, где в
включены в пайплайн автоматом. А то, что он отчитался, он что-то сделал, но я не увидел нигде отчета о том, что это он встроил в какой-то препуш или в прекоммит. Ну, то есть это надо встраивать в препуш локально и вставлять в CI дистанционно. Есть у нас еще правило, что они вручную запускают тестировать все, но это не то. Ну, то есть я боюсь того, что он это сделал в Test All, там, где ИИшка должна самостоятельно тестировать в самом начале перед созданием рабочего дерева и в самом конце запускать вручную эти тесты. А если не запустит, если забудет? Через Jest Auto Discovery. Никакого реестра Allow List не нужно. Это тест TS. Jest сам его находит, проверил. Его показывает. Generated test, они в тест pass ignore pattern, значит он выполняется везде, где запускается обычный npx jest. А это 3 автомата. npm run test all. Супер, хорошо. Pre-push hook. Вот это я хотел услышать, и вот это CI я хотел услышать. Я очень боялся, что он только в первый включил, а второй, третий там типа да. На каждом git push красный push блокируется. Отлично. То есть на каждом push локально pre-push удаленно CI, на каждом test all супер. А чего в пайплайне нет осознанно, генератор Gen Golden MGS автоматом не запускается, это ручной DevTool для генерации после правок локалей. Дрейф ловит не генератор, а сам тест. Правка локалей без регена, стор замороженный литерал, красная на том же Jest прогоне. Сложно, не понимаю, но вникать не буду, потому что хочу уже просто выходить в продакшн, вроде бы базовая на 80% сделана, вот это уже, я думаю, 20%. Сюда залазить не буду, разбираться не буду. Ранее предлагал улучшить, добавить в тест all CI шаг реген пустой git div, чтобы ловить, забыл перегенерировать, еще и структурно. Сейчас это держит тест в рантайме, сказать да. Да, please. Сделаем. Ну, фактически мы переименовывать не будем его, он дочищает и автоматизирует процессы, потому что знает, что я не люблю, чтобы кто-то, даже ИИшка, делала что-то вручную, ну, забудет и все. Вот, то есть это должно быть зашито в SDLC и подвязано к какому-то триггеру, который в любом случае вызывается. Ползунок прокрутки. Был 222, а здесь 226. Ветка освежена, git merge origin подтянул 222. Ну, значит, это был устаревший, мы накатили что-то уже более новое. 3, 4, 5, то есть 3 каких-то мерджа было. Этот еще пишет, этот уже мерджит и ждет CI от GitHub Action. Здесь мы накатываем улучшенные тесты. Этот, я так понимаю, что перезапусти консоль, вкладку, напиши готово, я сразу добью. Я так понимаю, у него зависло, да? Ну вот, нехорошие, 22 минуты. Просыпайся.
каждую 1 минуту пробуй другими инструментами до результата. Ну, пока что вот я десктопным больше всего недоволен. То есть вот браузерный, вот который в браузере запускается, он вообще ужасный. То есть он там, нет, я этого делать не буду, этого делать вообще не буду, там, ты это, ты то, ты не такой, эта задача не такая, там, это нарушает то, там, такие политики. Сюда загоняешь, оно все делает. Но менее автономно, чем Cloud консоль, а консоль те вообще Cloud консоль, Cloud код вообще супер автономный. Очень нравится. Так, давайте мы этот экран вроде бы как-то... Хотя нет, я не буду идти дальше, пока мы сделаем validation, и у нас пропадет вот этот экран. Я не хочу. Тогда мы просто позагружаем наши картинки в приложение. Давайте возьмем отсюда, пока он будет делать что-нибудь, что может. Мы попытаемся тоже делать, что можем. Он тут работает. Тут главное понять, где он вообще работает, чтобы ему помочь и загрузить на главный экран вот так вот. Так, помните, я жаловался на браузерного агента, сейчас я его буду использовать. Натыкай, где загрузить картинку в приложение. Ну, это простое действие, то есть он не подкачает. Сделаем пошире. Это он сам увеличил размер. Наверное, вот этот дефолт листинг я уже сразу туда сам тыкнул. Icon. Давайте глянем. Ну да, в общем, он натыкал. Мне не пришлось искать, где это там в структуре. А сейчас я уже физически зайду. Да, вот, кстати, вот. Иконка. Его закрою, наверное. Мы уже помним этот интерфейс. Гениальный. Так, это квадратик, по-моему, да? 512 на 512, да, 512, 512 соответствует. Тут надо нажать Add, а тут добавить Asset, чтобы она сохранилась. И теперь там надо нажать Save, который не нажмется, и мы нажимаем Save, сохранить как черновик. Так, здесь уже горизонтальная фотография. Заходим туда же. Нет. Upload. Добавить asset. Ну да. 1024 на 500. 1024 на 500 в точности. Add asset. И сохранить как... Так, видео мы пока что еще не делаем. Телефон, скриншоты. Добавить ассеты. Upload. Поднимаемся на уровень вверх. Скриншоты. С 8 по 1. Open. Но они сюда не добавятся, да? Вот я нажимаю Add. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, именно такая последовательность. И вот я когда нажимаю Save Asset,
он здесь начинает перемешивать все, хотя я заранее позаботился и пронумеровал. Сохраняем. Я после каждого draft saved, после каждого действия сохраняю. А могу я без tablet нажать сохранить? Go to publishing overview. Your changes has been saved to send it to Google for review. А не сейчас. То есть, смотрите, в прошлый раз я мучился, и Ишка мне Клауда посоветовал в таблет, потому что это обязательное поле, загрузить просто эти же фотографии. Но здесь я просто попытался нажать «Сохранить», и у меня получилось. То есть таблет, не обязательные скриншоты. Chromebook, Android XR. Слушайте, ну я опять в тупике от этого UI, UX дизайна. Я все натыкал. Я нажал «Сохранить». Он мне говорит «Отправить» на одобрение, на публикацию. Я говорю, ну пока нет. Так, приложение уже выглядит, во всяком случае, идентично. Ну, то, что он не мог сделать, во всяком случае, я уже сделал. Privacy Policy, но у него все есть. Он насоздавал тут, на самом деле, вкладок. И никакой не пользуется. Просто позависал какое-то время. И все. Еще дополнительно открыл. Да, многовато всяких было. Так. Я даже не знаю, уже час прошел. Гарантированно больше часа прошло. Адекватно ли вы себя чувствуете? Готовы ли продолжать смотреть, обучаться, повышать IT-насмотренность? Не знаю. Насколько я еще в силах все относительно тянуть, понимать, что происходит, и иметь любознательность вникать в происходящее. Ну, наверное, да, минут 15 я еще смогу сохранять концентрацию. Мы можем попытаться validation досмотреть, как он смержит, и попросить... Я хотел переделать ААБ и загрузить его на Play Market. Но я помню, что в прошлый раз оно отрабатывало как-то 2 часа рендерилось, и нельзя было его скачать. Так, пуш прошел. Слежу за CI. Ну, то есть он уже близок к концу. Я бы хотел посмотреть на validation. Ползунок. Вроде бы все идет в фоне. Смержен в main. Задача закрыта полностью. А если 2.2.6 уже залился на сервак, то, скорее всего, 2.2.7, 227 PR, он поймает конфликт, который надо будет еще разрешить. Без конфликтов. Прошел. Не знаю, я думаю, сейчас он конфликт поймает все-таки.
отсюда. Так, здесь он занимается вот этой автоматизацией. А здесь давайте почитаем, что у нас есть. Что отгружено? Кастомный бегунок прокрутки. Use scroll thumb. Тот же, что Home, Files, Contact Settings. Добавлен на 13 экранов, у которых его не было. Email, Login, Register, Pin, Setup, Pin Log, Enter Pin. Видите, здесь вот перечислены экраны. А вот здесь вот мы работаем над попапом. И там тоже надо добавить вот эту вот прокрутку. И он не определил его как экран. Вот вам и роботы, и люди. То есть для людей это очевидно. Ну, не работает. Надо починить. Он такой, все экраны в порядке. У нас все хорошо. Все тесты зеленые. Так, ну он очень умный, он очень быстрый. А зато у нас есть глаза, логика и большое окно контекста. Поэтому мы пока что еще нужны в разработке. В длительной разработке. То есть, когда маленький скрипт написать, да, это легко, а поддерживать большую инфраструктуру, чтобы что-то не отвалилось, это прямо, ну, талант. Мне сложно. Мне откровенно было сложно вот создавать то, что я создавал. Я считаю, вам полезно. 13 несущих Red Baseline. Тесты. Облачный. Ветка освежена. Что по ходу всплыло, фиксирую как обязан. Stale Base, Gotcha Gate, Style цикла, Origin Main ушел вперед, Smerging 2.2.2. Уже после создания Work 3, Red Baseline ложно ругался на Settings Screen TSX, тем Switcher TSX, которые я не трогал. 2.div доказывает upstream файлы, лечится git merge origin main, а не написанием тестов, записал в память для будущих сессий. Включи в SDLC коротко для и L4 устройства, фича чисто, JSRN Layout, Jest ее полностью покрывает, L4 не требуется. Глазами на M21 не смотрел, при желании можно глянуть после мерджа. Так, ползунок прокрутки. Жест прокрутки бедунка. Сейчас индикатор нехваталка. Показывает позицию, но его нельзя тянуть. Список, если хочешь, как в десктопных скролл-барах, отдельная задача. Pan Responder на самом деле я это очень хочу. Вот я не знаю, какие-то такие вот мелочи меня они как-то радуют. А ты знаешь, ты угадал? Меня очень радует, если ты сделаешь, что при клике или если тянуть за скролл-бар бегунок прокрутки, чтобы он в 4 раза увеличивался в размере за 0,3 секунды. И работал. И также после убирания прикосновения,
чтобы уменьшался в 4 раза, как был. Да, я хотел это сделать, но у меня как-то рука не поднималась, ну типа не срочно. Но если уже там он разобрался в этой задачи, если он разобрался в ползунке, если он уже вник, где делается, как делается, если он разобрался в экранах, а у него уже контекст набит этими знаниями, поэтому сейчас это дешево сделать, потому что туда уже влито... Ну, давайте посмотрим контекст наш. Сейчас глянем. Я думаю, там где-то 600 тысяч токенов. По ощущениям. Так. При желании можно глянуть после мерджа бегунок на пинлог в лупе, главный визуальный кандидат, не предусмотренный user story на твое усмотрение, жест перетаскивания бегунка, индикатор не хваталка, показывает позицию, но за него нельзя тянуть список, если хочешь. Да, хочу. Вот это я ему, да? Да, хочу, это заказал. Хоумскрин использует flat list с бегунком, там ок, но я не проверял прочие модалки, оверлей. Надо ему дать еще больше контекста. Мы же знаем даже, что соседние агенты делают, не только у нас. Ого-го, знания. Че, он постоянно записывал это все? Печалька, конечно. Я ему там надиктовал. А смотри, что там поменялось. Ты поменял все экраны, но еще соседний агент в пиаре, который 227, он еще сделал бегунок прокрутку для поп-апа validation. То есть было бы правильно, чтобы все оно имело одну основу и везде переиспользовалось, чтобы оно не везде было как-то кастомно заново написано, а чтобы это было единственный источник правды, который везде переиспользовался. Так что вот я тебе хочу сказать, что еще есть не только экраны, которые ты уже знаешь, с которыми ты работал, но и вот только что сделали еще и поп-ап. Правильному надо отправить, а то я чуть validation не отправил. Я бы хотел, чтобы пересобрали АПК-шку по-быстрому. Так, это Windows, нам нужен Ubuntu. Что-то тут много всего. CD меня, Cloud, ls.md. Хотя, в принципе, если он не будет заниматься разработкой, то это может быть APK, AAB, наверное. Прочитай все до конца. Прочитаю все до конца. Так, говорит, что прочитал до конца. Прочитаю. То есть он действительно просто проглядел так поверху. Стяни origin в main.
накати апк на моб, сделай скрин, что получилось. Наверное, вот так вот в начале АПК. Как сделаешь, то накати АБ из свежего мейна. А что у нас main? Вот это вот у нас main, можно сказать. А что такое main? Это git. Вот это у нас main. А что такое у нас origin? Кстати, видите, мы очень далеко от origin. То есть мы 99, 101 коммит позади. На самом деле. То есть все, что здесь лежит, оно супер старое. Давайте попробуем сделать Ctrl-T, просто стянуть все. Cannot update, no current branch, you are in the detached head state, which means that you are not on any branch. Check out. Cloud. Exit and fix manually. Я не это хотел. Я хотел просто continue нажать. Так. Стяни origin в main. Ну и пусть занимается. Потому что это та еще морока. Но, в общем, вы знаете теперь, что вот это вот main, в котором мы находимся, это как... У меня товарищ есть такой эзотерик, так это мультивселенная. И мы переключаемся между мультивселенными, где все существует одновременно и параллельно. Вот, где-то так. Вот. И мы на локальный main стягиваем то, что уже на гите в origin. Вот это называется стянуть origin в main. Пусть занимается. Так, я хочу это посмотреть, все правки на живом. То, что они мне отчитали, что все готово, все работает, ну, вообще ничего не значит. Этот еще работает. Иронично. 2.2.9, фантомный red baseline, fail, запоздалая база, ровно та ситуация, что я диагностировал. Теперь это официально в SDLC, пуш обновленную ветку и сразу включу автомерч, чтобы не гонять moving target вручную. Ну, хорошо, да, то есть здесь вот мы обнаружили сложность в созданном SDLC. SDLC это, ну, то, как создает шаги создания IT-продукта, которые надо пройти для того, чтобы был готовый IT-продукт. Здесь мы обнаружили подножку, решили ее и вписали в SDLC. Этот порадовался, что он тоже об нее споткнулся и что уже прямо прописано в SDLC как надо. Обрадовался. Так, я увидел скриншот. А если был скриншот, значит уже что-то сюда накатили. И давайте посмотрим, работают ли вообще темы. Темы у нас работают. Давайте проверим, работают ли языки. Да, уже на непонятном. Я не могу проверить эти языки, я их не знаю. Но, во всяком случае, оно выглядит едино.
Здесь не остаются какие-то иероглифы. Тут какие-то витиеватости вверху появляются. Что у них тоже email. Как глубоко засел email. Ой, вот это мучение было справа налево, когда... Но... Ой, да, еще и это поменялось местами. Ой, и это Ой, тут вообще... Жесть жестоко. Все, возвращаемся в русский. Но их много людей, то есть они 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 месте по популяции в США, поэтому это правильно добавить их язык. Тут по количеству людей в США, представителей какой-то национальности или носителей языка, да, то есть не национальности, а носители языка. Так, давайте посмотрим, что у нас. Значит, у нас есть наш новый email. Этот email, по идее, должен... Что я сейчас сделал, получается, это если я увидел скриншот, который накатился, и если я увидел, что переключаются языки, то это уже открылось именно наше приложение, которое не из Play Market, а которое из APK-шки через провод накатилось. Давайте на английском, да, тестировать. Сейчас запрос в базу данных. Узнал его и просит пароль входа. Мы вводим неверный пароль входа. Просим войти. Нам говорят неправильный пароль. Информативная ошибка, это я люблю. Не неправильный и имя, и пароль. Не неправильный имя или пароль, а точно неправильный пароль. Так, здесь здесь уже вот такая, за нее тянуть нельзя, за эту тянуть можно, и есть вот такой вот бегунок. Ну или просто мышкой вот так вот прокручивать можно. Я ни разу не пробовал вводить в начале второй пин-код. А здесь я попытаюсь ввести... Ага, вот тут вот выскакивает ошибка, прикольная. И по клику открывается, да, я тоже не тестировал. Ну, все работает, мне нравится. Все работает прикольненько. Так, здесь недостаточная контрастность. Коричневая тема. Недостаточная контрастность букв на цифрах. Validation. Обратный отсчет. Является ли это критичным? Буду ли я это делать? Я думаю, тоже 100 пользователей или один платный. Это я не буду сейчас делать. И я не вижу прозрачности, то есть она не применилась. Я абсолютно не вижу ничего. 10% прозрачности не применено. %, прозрачность и 90% не прозрачности не применено.
сделай скриншот с мобильного, проверь, исправь. Видите, ну, надо их контролировать. Низ над футером, актуальный адрес отправки, новая роль темы. Оттенки каждой из 6 тем обычно в overlay для мягких модалок не тронут. Ну, он не потерял, то есть вот это первое, но я не вижу, что оно реализовано. То есть я не вижу абсолютно ничего там. Я же должен там что-то видеть. Так, мы включили лупу, и у нас есть возможность вот это перемещать. Sign out and use different email. Да, выбрасывает на начало, отлично, все работает. Так, повторно залогиниваемся. Пин-коды вводим повторно, ну, уже без проверок. Пин-код 2 прятался за открытую клавиатуру, это надо менять сейчас. Пин 2 прятался за клавиатуру без возможности прокрутить. У нас же где-то было sign out. У нас это было реализовано в пароле, просто оно уже работает, отрабатывает, и мы даже не замечаем, что оно корректно отрабатывает. Вот, то есть вот мы... Вот, да, то есть вот здесь вот же оно подскакивает при регистрации. И при введении пароля тоже подскакивает. Это очень четко работает. Надо это надиктовать и применить к пин-коду. Хотя он вроде бы вот так вот схлопывается, но здесь он появляется, и надо прокручиваться, да? Я бы хотел, чтобы он вот так вот поднимался сам, чтобы было легко видно. Да, это сейчас надо сделать. Что там в GPT постоянно не надиктовал все это время. Смотри, что необходимо сделать. Когда я ввожу пин-код 1, ввожу его правильно, и первый и второй... Когда я ввожу пин-код 1 и подтверждение пин-кода 1, он схлопывается, и клавиатура уходит вниз. Я тыкаю в пин-код 2, верхнее поле основное, и появляется клавиатура. Я ввожу пин-код, и у меня, получается, прячется за клавиатурой моего мобильного телефона пин-код 2. Я хочу, чтобы применялась та же логика после того, как если человек, пользователь, тыкает в пин-код 2 или в подтверждение пин-кода 2, то блок, который отвечает за пин-код, за повтор пин-кода
и кнопка Sign Out, они должны быть в видимой области. Примени тот же скрипт, который применяется к имейлу и его реакции на поднимающуюся клавиатуру, и также пароль имейла. То есть вот это вытащи оттуда и примени сюда. Насчет прозрачности он мне скажет, что она применена, но так как она применена и всего лишь 10%, а здесь уже фон тот тоже затемнен, то затемнение на затемнение, и элементы не видны из-за двойного затемнения, что получается 100% затемнения. Я думаю, так он скажет, поэтому что надо там 20 или 30% прозрачности делать, чтобы это было то, как я хочу. Листалка уже здесь работает. Тянуть за эту поворозочку еще нельзя. И так оно более аккуратненько, когда лупу отжали. Баг-репорт. Ну, вроде бы вначале подтвердите электронную почту, чтобы отправлять. То есть здесь тоже идет непонятно, что происходит. Отправляется, не отправляется, просто очередь отправки. Давайте глянем, что здесь у нас. Понял, скорее всего, на телефоне старый билд. Да все они говорят про старый билд. Я думаю, что он правильно все сделал, но только 0.9 недостаточно. Он сделал скриншот и пытается его прочитать. Они плохо читают скриншоты, особенно прозрачность какой-то области. Так что... Так, а кому это поручить? Это validation, ползунок прокрутки, наверное, сюда. Он уже тут делает. Я был неправ, я думал где-то 600 тысяч. Он пока что еще 400 исчерпал. То есть 1 миллион контекста, это очень, очень приятно. Очень приятно. Ой. Как освободишься, то. Ну и скопируем, что это мы сюда поручали разработчику ползунок прокрутки. Сделай прозрачность 30% у поп-апа и 70% непрозрачности. А затемнение самого главного экрана мобильного сделай всего 30% непрозрачности и 70% прозрачности. Давайте надиктую, быстрее будет. Есть ощущение, что за поп-апом есть еще один такой вот полупрозрачный слой, который тоже пропускает где-то всего лишь 20-30% прозрачности и на 80% непрозрачный. То вот его тоже поменяй, чтобы через два полупрозрачных объекты главного экрана все-таки просвечивались хоть как-то. Я думаю, вот
такая двойная правка у нас должна быть в этом направлении. Так, сказал 15 минут еще выдержу, но выдержал чуть-чуть дольше. Как вы еще в сознании смотрите? Может, с паузами? Чаек? Готово, все 3 задачи выполнены. Так, АПК на создал. Я хочу АБ загрузить. Натыкай, где загрузить АБ номер 2. Я хочу посмотреть, что там, как оно отработает, как быстро отрендерит вторую версию. То есть мне там Ишка говорила, что в первый раз надо ждать час или 2, пока он прочитает весь файл. Может быть, здесь он уже как-то его прочел, понял, разобрался и уже составил какие-то свои тесты, на что смотреть и на что обращать внимание. Натыкай. Да, я устал. Я забыл, о чем я говорил. А Бэху хочу накатить. Да, то есть вот скорость, с которой она обрабатывалась в первый раз, говорят, что обрабатывается 1-2 часа, а потом, я думаю, он уже разобрался в проекте, Google разобрался в нашем проекте, накатил какие-то тесты, и сейчас он уже будет проверять только разницу, то есть что поменялось в нем, и может быть оно будет там минут 10. То есть вот почему я хочу загрузить версию 2. Давайте глянем, где он, и поможем ему помочь нам. Он вроде бы здесь. А он что, не натыкал Privacy Policy? Internal Testing, Create New Release. Я думаю, здесь, да, получается. Хотя он под управлением держит это. Ой, я хотел нажать Create New Release. Он перезагрузил эту страницу. Вот это прошлый релиз был. Create New Release. И мне интересно, как подтянется. То есть это же приложение идет не из Play Store, то есть оно автоматически подтянется как-то. Upload. А где у нас это все? По-моему, это у нас тесты. Так, не темп, а тест. Тест. АПКшка. И здесь ААБ. И это текущая дата. 6. Вот как хорошо, что я именую их по дате и по времени. Это еще ночная. Нет. Это уже свежая. То был другой день. Так что да, это она. Это новая. Так, открываем. Там зашита дата и время. Релиз name никому не видно, но давайте напишем. А русский язык тут тоже? Да, русский язык тут тоже можно.
Давайте все-таки на английском что-нибудь придумаем. First for screens. Остановись. Мгновение ты. Прекрасно. Не ломай мою работу. Уже сломал. Ну ладно. Не проблема. Что не так? Version code 1 has already been used. Use another version. Ну, сейчас загрузим, может быть, оно уйдет. Вроде бы мы зашивали в создание АББшки, чтобы версия ставилась следующим порядковым номером. 2, 3, там, так далее. Вот так вот он. Так, увидел я скриншот. Значит, туда накатили новое все. И он тестирует, видите? Вот мои руки. Это он тестирует. Сейчас станет туда в ООО. Видите, как отлично. Стал туда и, ну, практически. То есть, что не совсем... Sign-out там не видно, но зато пин-код 2 виден. Ну, sign-out пусть и будет спрятан, не проблема. Да, все-таки неправильно ААБшка создана. Что замечу, обязанность говорить 2 ААБ с одинаковым version код 1. Теперь в архив. Ну вот как не материться? Говорит мне: я создал то, что ты не можешь использовать. Это там тебе к сведению. Ну зачем мне такое, что нельзя использовать? Ну сделай сразу, если ты обнаружил. Сразу накати новый. Так, ползунок, тут готово, структурный гейт. Ну, тут вот хотя бы i18 QA Jest, вроде бы у нас вот это плюсик сделано. Я боюсь стирать именно тесты, потому что бывает такое, что они потом берут и что-то ломают. И потом, если есть вот такая вот документация, ее можно загнать и спросить: проверь, все ли работает, ничего ли не отвалилось. Так, validate. Да, вроде бы все правильно. Send iwaskidnapped.com. Он вбил просто любое произвольное название. Чтобы получить именно вот это вот окно. За бегунок пока что еще тянуть нельзя. Он занимается.
Давайте ему надиктуем. Если есть какая-то документация, в которой ты смотришь, как накатывается AAB файл, и ты ее почитал, и ты посмотрел, что там два файла с одинаковым именем, то запиши, пожалуйста, в этот MD файл, что единицей сделанного результата является AAB с новым порядковым номером. Если ты понимаешь, что ты накатил AAB с тем же порядковым номером, запрещено ждать пользователя, запрещено спрашивать его, подойдет ли ему файл, который он не сможет использовать в Google Play Market. Надо сразу исправить ошибку и накатить правильный AAB с новым порядковым номером. Зашей это, пожалуйста, в документацию, там, где ты каждый раз смотришь, при создании AAB. Там они обычно кладут readme файлы какие-то в соответствующие папки. Ну, это единственный блокер просто, то есть тут единичка, а должна быть двоечка. Версия была первая, стала вторая. Так. Validation. Ползунок прокрутки. Им надо пройти все стадии до результата. То есть они должны создать здесь код, залиться на GitHub, потом с GitHub стянуть сюда, и потом уже здесь из локалки создать APK или создать AAB. И это занимает некоторое время. Ну что, я, наверное, буду именно трансляцию заканчивать на сегодня. Сделали немало. То есть мы очень близки к тому, чтобы залить второй AAB. Откатываем SDLC по созданию AAB-шки. Нашли достаточно много таких вот, ну, можно сказать, мелких, но легко исправимых багов. Ну, я считаю, что это неудобности, баги, которые должны быть исправлены. И вот мы над ними сейчас работаем. Чуть-чуть мы больше привели в соответствие приложения между собой. Но они еще все равно не до конца приведены в соответствие. Так, получается, здесь это мы уже не так отстаем, да, я так понимаю, локально. Я не понимаю, почему. Готово, Origin подтянут. Ну да, я полностью утратил контроль над разработкой визуальной, когда я переехал в Linux. А здесь уже, ну, такая вот какая-то рабочая копия, которая не отражает абсолютно ничего. То есть мы уже убежали вперед на 109 коммитов, а это вот с момента, как я переехал с Windows на Ubuntu, уже 109 коммитов мы мерджи сделали физически, фактических, а это больше, чем коммитов и пушей. Это, ну, в смысле, это существеннее, потому что их меньше. И если 109 уже таких существенных изменений, которые было внесено, то сколько там было пушей, сколько там было коммитов, это просто, ну, море.
не счесть. Хорошо, тогда я просто закрываю, потому что, ну вот, да, все, больше уже не использую для серьезной разработки PyCharm, потому что нечего там смотреть. А ААБшку он мне сохраняет в загрузке вообще. А загрузки меня Ubuntu меня, АБ, и вот здесь вот АБшка. Ага, да, вот вчерашний файл, вот сегодняшний файл, и уже прошло там, ну, почти там сколько, не знаю, 30 минут с того, как был сделан предыдущий АБ. Ну, интересно все-таки, а как быстро создастся АБшка. Блок единицы результата. Единицы результата, переписанный чек-лист всегда +1, дубль кода чинить без вопросов, version код 1, 2, доки синхронизированы, TZ завершен, память сохранена, тест all, зеленым коммит сделан, пуш идет в фоне. Ну да, тут надо как минимум паузу делать, как максимум просто заканчивать. И я буду заканчивать. Наверное, все, что уже там доделаю, просто пущу другим видео. Я надеюсь, было интересно. Для меня вот именно до уровня публикации мобильного приложения моими руками я еще не доходил. Так что для меня это новые шаги. И это приятно делать, как до босса добрался. Ну, вроде бы мы планомерно подходим к публикации, к продакшену. То есть мы там что-то пилили код, там сервак настраивали, да, вообще там отдельный ужас был. Здесь что-то настраивали, потом соединили вместе серверную часть и часть приложения, чтобы это был монорепозиторий, чтобы уже все взаимозависимости, а то мобилка отправляет, а сервак не принимает, да, или там мобилка отправляет, а DNS блокирует роботов и думает, что это роботы там пытаются положить сервак и блокируют запросы мобилки. Ну, то есть там какие-то такие моменты возникали, которые заранее я предусмотреть не мог. И вот сейчас вот уже мы тестируем приложение, которое закачано в Play Market. Мы посмотрим. Другие люди... Ну, я не знаю, мы еще пройдем ли модерацию с такой иконкой. То есть вы помните, что у нас иконка спорная. То есть в чем дилемма? С одной стороны, нельзя вводить пользователей в заблуждение, а с другой стороны, нельзя насилие и жестокость показывать. Ну, посмотрим, нельзя ли именно пропагандировать насилие или там членовредительство, или вот именно вообще нельзя ни в какой форме. Я думаю, просто дадут замечание и скажут, там, замените на что-то такое. Возможно, я там подам какую-то апелляцию, что вот игры на выживание, вот тут такие вот картинки, чем мы хуже. Почему им можно, нам нельзя? Почему шутеры всякие там можно и насилие внутри, и можно и оружие показывать, и еще там что-то, а по факту... Ну, глянем, посмотрим. Может быть, пропустят. Может быть, пропустят, а потом скажут заменить. Такое тоже возможно. Ну, постараемся выполнять их требования. Просто надо их вначале понять, эти требования. Для этого хотя бы раз пройти. Но мы сразу так боевое крещение проходим, что не по каким-то простым правилам, а так вот на грани. Разрешенное, неразрешенное будем смотреть. Это по факту.
Все, да, пусть они занимаются. Я надеюсь, было полезно. Создавайте отличные IT-продукты, повышайте вашу IT-насмотренность. Спасибо за лайки, спасибо за поддерживающие комменты. Это приятно. Спасибо. Всех благ.